Привет, друзья мои! Хочу сегодня с вами проговорить о течке собак о своем небольшом, но все же опыте в этом деле. Основная проблема в этом — вычислить именно тот день, период, день овуляции, когда начинается овуляция, когда его стоит вести к мальчику. Есть способ это вычислить через анализы у ветеринара. Есть способ не самый точный, это по дням считать. После 9-10 дня по 14-15 день. Но это не гарантирует тоже ничего, потому что бывают собаки индивидуальные, у которых гораздо позже овуляция происходит. Как это визуально определить? Ну, в принципе, ничего сложного. По крайней мере, первые дни у собаки идут выделения из петли ярко-алого, ярко-красного цвета. И они более жидкие такие. В период овуляции начинает выделяться такая более как слизь, полупрозрачная жидкость. Я сейчас покажу вам какая. Вот. Что мы там услышали? Кто-то кричит. Вот. Я сейчас вам попытаюсь показать. И меняется поведение собаки. Видите, я подвожу руку, и она прям поднимает петлю и убирает хвост. И вон видно и выделения. Они практически прозрачные, не кровавые уже. Но вот это и означает, что девочка готова. Время пришло. Хорош. Хорошая, хорошая. Хорошая. Готова. Готова моя девочка. Если вы все-таки решили уже сводить свою собаку, первое, за 30 дней прогнать их листов, блох подготовить. Второе, перед самой вязкой хорошенько выгулять ее, чтобы она не была такая нервная, как сейчас. Вязок должно быть самый минимум 2. Я лично считаю, что их нужно провести как минимум 3, потому что с ним можно не угадать, либо попасть вообще на вариант малоплодия. Вязка обычно проходит природным способом. Все, что нужно, привести девочку в гости именно к кобелю. Вот. У них все должно получиться. Они полчаса побегают, понюхаются. И у них все должно получиться природным способом. Но если так не выходит, есть способ ручной. В чем он заключается? Девочке нужно одеть либо намордник, либо вот так вот дать ее любимую игрушку, которую она ни за что не отпустит. Хозяин девочки становится вот так и придерживает ногами ей голову. Хозяин мальчика в это время приседает перед собакой, придерживает либо коленом живот, либо рукой, отводит хвост в сторону. Кобель подходит, он вначале должен понюхать, подготовиться, вот, и потом делает свое дело. Вот, и держать так собаку нужно вплоть до образования замка, так называемого. Если мальчик совсем молодой, не получается, можно даже хозяину кобеля здесь рукой кое-чем помочь. Вот. Не гигиенично, конечно, но иногда без этого никак. Насколько я знаю, у породы малинуа они ближе к диким животным. У них все получается обычным природным способом. Ручная помощь не нужна. Ну, может, кому-то пригодится. У Лены прямо сейчас овуляция. С поводка я ее не отпускаю. Почему? Потому что какой-то шальной бездомный мальчик быстро может сделать свое дело. Вот. Не успеешь и глазом моргнуть. Поэтому пока только на поводке. Линде сейчас 2 года. Это ее 3-я течка. Сводить ее сейчас я не буду. Решил еще немножко повременить. Вот. На 4-ю течку на зиму я уже буду ее вести к мальчику. Уже мы даже нашли жениха, подобрали. Вот, все сниму, все вам покажу.
Берегите собак в этот период. Нужно избегать встреч с любыми нежелательными кавалерами. Вот. Бездомные собаки, даже маленькие такие, свое дело знают хорошо. Это не породистые собаки, для которых нужно полчаса знакомства, побегать вместе. Бездомная маленькая собака, она в секунду заскочит на вашу девочку и будет незапланированная вязка. Это никому не нужно. Да, хорошо, хорошо. Хорошо. Молодец, хорошо. Хорошо, хорошо. Все, все. Молодец. Победила, победила. Победила. Пошли. Сиди. Давай. Сидите. Кстати, всем рекомендую. Для перевозки в машине я все-таки еще ее в багажнике вожу. Почему? Потому что не купила еще хороший гамак на заднее сиденье. Вот. Но вот эта вещь на Алиэкспресс просто идеальная. Сейчас покажу вам. Вот такой регулируемый ремешок. Регулировка есть. Одно крепление в ремень безопасности. Второе крепление вот просто защелка. Пока я ее пристегиваю. Пока я ее пристегиваю за ошейник. Почему? Потому что наша жилеточка еще не пришла. Вот. В идеале это пристегивается шлейка, или как она называется, жилеточка такая. Вот. И для собаки это даже безопасно. Вот. И в момент открывания багажника ты уверен, что она никуда не выскочит. Ну вот так. Не, игрушку так жевать мы не будем. Фу, место. Игрушку так жевать мы не будем. Все, едем домой. Так, ну в конце дома досниму то, что не сказал. В период овуляции именно у собак послушание может упасть просто в ноль, поэтому будьте аккуратны. Инстинкты преобладают над воспитанием. Вот. Поэтому будьте внимательны. Кстати, это я называю надежный вольер, в котором я не переживаю, что сюда кто-то заскочит. Ну, вот, о, овуляция кончилась. Потому что еще буквально позавчера Линда разрешала так играться Нике. Бесстыдницы. Бесстыдницы. Что вы делаете? Вот. Что хотел добавить в конце, ребята. Если все-таки незапланированная вязка у вас приключилась, не стоит опускать руки, бить горшки. Обратитесь сразу же к ветеринару. На 3-й и на 5-й день даются укольчики. У нас в стране, в Украине, они называются эрманил. В вашей стране, ну, вам ветеринар скажет. Вот, на 3-й, 5-й день даются уколы, и, в принципе, эта проблема решается таким образом. Все, всем пока, всем счастливо. Берегите своих любимцев.